Друзья, всем привет! Конец ноября, на улице изрядно похолодало. Мы разложили проводку внутри нашей пристроечки и решили попробовать все-таки до морозов успеть оштукатуриться внутри. Сделать хотя бы первый слой. И сегодня я расскажу именно об этом. Ну а перед тем, как штукатурить стены из газоблока, их надо обязательно прогрунтовать. Причем прогрунтовать их желательно в 2 слоя, потому что газоблок очень быстро впитывает влагу, и если не прогрунтовав, нанести на него штукатурку, все это дело очень быстро, просто мгновенно высохнет и лопнет. Для этого обязательно нужно отгрунтоваться. Стены у нас получились достаточно ровные, поэтому, когда мы их клали, я делал все очень медленно и скрупулезно. Поэтому сильно равняться не придется. Итак, замешиваем грунтовку. Мы используем целлюзит. Это концентрат. Поэтому он разбавляется водой. На упаковке написано, что разбавлять нужно в пропорции 1 к 4 и наносить на газосиликатные блоки обязательно в 2 слоя. Можно сделать, конечно же, все это дело и погуще, что мы в принципе и сделаем, так как грунтовка у нас осталась как раз плюс-минус на то, чтобы загрунтовать наши стены. Поэтому разбавляем 1 к 3 с обычной водой из-под крана, замешиваем и начинаем наносить все это дело на стену вот таким вот валиком, мохнатеньким валиком. Все будет обильно пропитано и хорошо прогрунтовано. Процесс на самом деле совсем простой и нехитрый. Одеваем резиновые перчатки, начинаем макать валик в грунтовку и все это дело катать по стене, обильно ее пропитывая. Чем лучше пропитаем, тем лучше потом будет работать со штукатуркой. Тем меньше вероятности, что она поотваливается. Как вы помните, мы точно так же грунтовали стены и снаружи, когда клеили на них утеплитель в виде пенопласта. Ну а теперь грунтуем внутри. На всю перестроечку 6 на 4 метра у меня ушло буквально 3 литра концентрата, который разбавлялся с водой 1 к 3. И мне этого хватило, чтобы нанести все в 2 слоя. Что касаемо проводки, то проводку мы будем подключать уже после того, как оштукатурим хотя бы первый черновой слой штукатурки. Тем самым мы снижаем вероятность полностью в дальнейшем испачкать наши подрозетники и розеточки, конечно же. А вообще в идеале штукатурку наносить в 2 слоя, ведь после первого слоя может немножко появиться стеклосетка, поэтому мы будем делать это в 2 слоя. Конечно же, после грунтования влажность в помещении дикая. Как видите, тепленько, почти 18 градусов, но приходится постоянно проветривать, потому что такое ощущение, что находишься как в парнике. И подогреваемся мы нашими конвекторами. После того, как все это дело застыло, начинаем готовиться к оштукатуриванию. Долго думал, стоит ли мне пользовать маяки разного рода, пластиковые, металлические, либо гипсовые. Но по итогу пришел к выводу, что штукатурить я все это дело буду без маяков. Ведь, повторюсь, когда я выкладывал стены, делал я все это очень ровно и аккуратно. Никаких перепадов высот у нас нет, каких-то там в 3-5 сантиметров волны у нас тоже нет. С большего все сложено очень ровно, даже по углам. Поэтому будем штукатурить без маяков. Для штукатурки были закуплены вот такие вот пластиковые уголки со стеклосеткой, сама стеклосетка с ячейкой 5 на 5 мм и гипсовая штукатурка. Штукатурку я буду использовать Knauf Rotband ручного нанесения. Не реклама. Почему я ее выбрал?
Во-первых, мешки удобные по 25 кило, по 30 мне таскать тяжеловато. Очень много народа хвалит ее, да и недорогая она, поэтому выбор пал именно на нее. И, конечно же, готовый инструмент. Нужно несколько шпательков, маленьких, средних и больших. Заранее подготовим стеклосетку по 2,5 метра кусками, ведь у нас стены 2,5 метра. И начинаем процесс. Изначально замешиваем штукатурку. Берем ведро, добавляем в него воду и непосредственно в воду уже насыпаем штукатурку. В дальнейшем размешиваем ее шуруповертом либо миксером, неважно. Главное, чтобы консистенция получилась примерно как у густой-густой сметаны. С такой работать удобнее всего. Причем в процессе могу сказать, что с гипсовой штукатуркой работать надо быстро. Ну уж очень быстро она сохнет. Вот сам процесс. Берем из ведра штукатурочку, берем шпательки и начинаем все это дело достаточно быстренько наносить на стену. Изначально мы наносим первый слой штукатурки, он примерно в 3-5 мм. Размазываем все это дело, выравниваем, и на него уже в дальнейшем мы будем клеить сетку. Причем наносить нужно быстро. Гипсовая штукатурка сохнет очень быстро, как и в ведре, так и на стене. Если затягивать с этим делом, то стеклосетку на стену уже будет клеить достаточно проблематично. В среднем, чтобы оштукатурить примерно такими вот кусками метр на 2,5 в высоту, у меня уходило ведро штукатурки. На все помещение я потратил порядка 110-120 килограммов штукатурки на первый слой. Так как мы начали делать все это дело от угла, то сначала приклеиваем уголок, подставляем его к углу и вмазываем в стену. Дальше берем стеклосетку. Берем наш подготовленный кусок шириной в метр и 2,5 метра в длину, прикладываем к только что оштукатуренному месту и вмазываем прям перчатками его в стену. Это даже удобнее, чем шпательком. Всегда можно что-то поправить, шпателем можно где-то зацепиться, порвать все это дело. Поэтому я вмазываю непосредственно руками. Так быстрее и удобнее. Ну и после того, как мы вмазали стеклосетку в штукатурку, снова берем шпатель, снова берем штукатурку и мажем поверх стеклосетки еще один слой такой толщины, чтобы стеклосетка была полностью замазана, закрыта штукатуркой. Ну это еще примерно 3-5 мм. В целом общий слой штукатурки, стеклосетки и опять штукатурки получается не больше 5-6 мм. Получается достаточно ровно и аккуратно. Как видите, сверху уже замазано, снизу продолжаю. Также обратите внимание на интересную фишку. Вот по центру это только что нанесенный слой. Слева от него это слой, нанесенный буквально за 15 минут до правого. И он уже начинает сохнуть и проступают швы между блоками. В дальнейшем их видно не будет, все это дело засохнет. Но сам блок достаточно быстро впитывает влагу и на нем сохнет штукатурка. А там, где швы, был клей, нет, поэтому они сразу же видны. Но недолгое время. Сразу по ходу штукатурки стен я также штукатурил и проемы, и откосы. Точно так же клеил уголки, как внутренние, так и внешние, и замазывал вместе со стеклосеткой. Получилось достаточно аккуратненько. Что касается внешних углов, делаются они точно так же, как и внутренние. Намазывается обе стороны, в дальнейшем прикладывается уголок, уголок обильненько вмазывается, и поверх этой сетки на уголке снова наносится штукатурка. Получается ровный, красивый угол.
И вот так, по чуть-чуть, помаленечку, за 3 дня я штукатурил почти всю кухню. Процесс несложный, но если хочется делать все очень ровно и аккуратно, то достаточно занимает много времени. Работали всей семьей, конечно же, с маленькой помощницей. Опять же, во время штукатурки получается достаточно много мусора, и лучше его сразу убирать и не топтаться по нему. Иначе все это дело разносится прямо в дом. Поэтому моя малышка помогала мне сразу же убирать на ходу. Ну а вот, что было уже через 2 дня. Как видим, все высохло, швы почти не проступают. А там, где замазывались штробы, они еще немножко сыроваты, поэтому немножко торчат. Но все это дело высохнет и пропадет. В любом случае, поверх первого слоя нужно наносить второй слой. Тогда стена будет идеально ровная, без всяких шероховатостей и однородная по структуре. После этого ее можно будет даже сразу, скорее всего, красить. Но влажность после оштукатуривания просто дичайшая, как в парнике. Поэтому приходилось еще пару дней приезжать, греть домик, ну и, конечно же, проветривать. Не успела штукатурить совсем немного. Вот эти вот 2 квадратных метра возле двери. Но, наверное, это уже все дело перейдет на весну. Потому что погоду обещают на днях очень холодную. Температура с плюс 3 на плюс 1 резко падает до минус 8. Поэтому сливаем систему воды в домике и ждем весны. По весне уже нанесем второй слой штукатурки. Заштукатурим туалет с ванной. Сначала сделаем водопровод. Ну и в дальнейшем все остальное. Пол, потолок и так далее. Очень хочется все сделать до лета, чтобы летом уже отдыхать. Ну а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Мы продолжаем. Всем пока.